В этом ролике я покажу наглядно, что зрелищная фигурка — это не обязательно куча мелких деталей на скульпте. И сделаю я это на примере реального заказа от нашей постоянной клиентки, которая уже 3 года подряд приходит к нам за новыми фигурками. Меня зовут Марина, его Бильбо. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На связи Collectors Hub, и мы начинаем. Общее время печати около 5,5 часов. Люблю такие модельки, в них ничего лишнего, но при этом композиция остается эффектный и цельный. В прошлом ролике про промывку у некоторых прям рвануло пукан из-за того, как я смывала смолу. Рассказываю подробно. Я промываю модель после печати дважды в специальной емкости по 10-15 минут в зависимости от размера модели. Вода у меня всегда горячая настолько, насколько могу терпеть, полощая это все в перчатках. Благодаря этому поддержки снимаются легко и без усилий. Потом раскладываю детали на салфетку, чтобы стекла лишняя вода, и снимаю поддержки. На этом этапе смола уже полностью вымыта, ведь она водосмываемая. А после промывки я все равно отправляю детали в ультразвуковую ванну со спиртом. Он помогает избавиться от остатков смолы и получить идеально чистую поверхность на случай, если вдруг. И уже после 2 смывов в специальной ванне я могу дополнительно, если у меня очень большая модель, как, например, на тех футажах, которые были в предыдущем видео, можете посмотреть его, кстати, большие детали я могу дополнительно промыть очень большим напором воды, чтобы, на всякий случай удостовериться, что у меня ничего там не засветится, и модель внезапно не совершит большой бум умыву клиента. Этого мне меньше всего бы хотелось. Поэтому не переживайте, при съемках футажей ни одна рыба не пострадала. Я их тоже очень сильно люблю и стараюсь сделать все для того, чтобы им жилось комфортно. А вы говорите, смола токсичная. Друзья, у этого ролика нет спонсоров, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в наш телеграм-канал. Мы наконец-то его создали. Там будут последние новости, спойлеры к новым видео и лайв из жизни студии 3D-печати. И просто это место, где можно пообщаться в более спокойной, такой ламповой обстановке. Ссылку на телеграм и другие соцсети я оставила в описании. Дальше шлифовка. На канале уже есть отдельное видео про инструменты, которые я использую на всех подготовительных этапах. Там я рассказывала про Proxxon и жаловалась, что он стоит дорого. В комментариях наш подписчик посоветовал китайский аналог. Подписчику отдельное спасибо, вы реально спасли мой бюджет. Разница в цене ушла на корм нуждающимся. Я нашла эту машинку и купила. И предлагаю коротко обозреть, что же мне пришло. В комплекте 8 насадок разных форм, под каждую идет свой лист наждачки. Есть блок питания с регулировкой мощности и сразу евровилка. На ощупь инструмент нормальный, средний, пластик не премиум, но и не ужасный. Я бы поставила 3 из 5. Машинка легкая, насадки вставляются просто и держатся крепко. Не сказать, что она премиальная, но собрана аккуратно. Есть специальный разъем, чтобы защелкнуть насадку, и она держится плотно. Сами насадки с разными основаниями под разные типы работ. Но на ощупь они мне не очень понравились, кажутся хлипкими, и я сейчас, наверное, кину камень в саму себя, но как будто бы они напечатаны на 3D принтере. Но напечатать же тоже можно по-разному, вы же это понимаете, и материалы можно разные использовать. Теперь сам механизм. Насадка вставляется и прокручивается до упора буквально на 1 оборот. И вот тут интересный момент. Если держать машинку так, как задумано конструкцией, то есть упор пальцами должен быть на ребристой поверхности. Насадка у меня оказывается перевернутой. Получается, что хват находится не там, где задумано, судя по корпусу, и приходится держать инструмент, обхватывая более толстую часть. Не критично, конечно, но мы тут с эргономикой поспорили, получается. А вот что самое забавное, я уже после покупки изучила карточки товара, но уже понимала, куда и на что надо смотреть. Сейчас покажу. Тут машинку держит как надо, и тут точно по ребристой части корпуса. Все удобно и красиво. Но у меня насадка расположена вообще не так, как на их фото. Но есть и другая карточка, так сказать, лайв-съемка, и тут уже положение инструмента в руке не такое, как на первых 2 фото. Насадка при работе расположена, как у меня. Короче, это забавный момент, если будете заказывать, имейте это в виду, потому что, если об этом не знаешь, то и не заметишь, что тут не так.
Короче, предлагаю тестировать. Все вышесказанное это, конечно, минус, но не катастрофа. Я понимаю, что когда покупаешь копию или, так сказать, закос под оригинал, нужно быть готовым к мелким неудобствам. Так что ты либо миришься, либо копишь на оригинал. За свои 2000 рублей, в принципе, инструмент нормальный. Не волшебная палочка, но рабочая. Для грубой шлифовки я все равно беру что-то помощнее. Для мягкой – самодельную щетку. Этот инструмент, наверное, что-то среднее. Если не хочется тратиться на Proxen или возиться с самоделками, можно смело брать. Итак, я убрала всю лишнюю пыль со всех элементов и оставила их просушиться. И сейчас буду грунтовать и собирать модель. Покажу, как она выглядит в черной грунтовке в сборе. Ну что, давайте красить. И я возьму обычный серый оттенок от Валеха и, как всегда, начну с базы. Сначала я пройдусь по всем выступающим частям. Здесь на базе есть различные каменистые углубления и текстура камня. Поэтому сухой кистью я высветляю все выступающие элементы, чтобы потом текстура камня выглядела выразительнее. После этого беру более темный оттенок серого Валеха Heavy Charcoal и дополнительно подготовлю контраст Wildwood. Из аэрографа наношу Heavy Charcoal, разбавленный до нужной консистенции. Покрываю им всю каменистую структуру на базе. Далее беру контраст и прохожусь по верхним деревянным частям. После того, как я распылила более темную краску, еще раз прохожусь сухой кистью по текстуре дерева, уже более светлым серым. И немного захожу на деревяшки, чтобы добавить высветление. Серый цвет сюда отлично подходит. Далее беру оттенок Middle Stone, специально подходящий для аэрографа. Всю деревянную часть базы я покрываю им. В основном по бокам, потому что я решила, что просто сделать ее однотонной будет немного скучно. Мне хотелось добавить немного потертостей, особенно там, где стоит сам персонаж. По краям делаю более светлый цвет, внутри темнее, чтобы создать реалистичную текстуру потертого дерева. Потом беру оттенок Wood Grain от Валеха и слегка разбавляю водой и кисточкой прохожусь по всей поверхности деревянного покрытия. Далее беру спонж и убираю излишки краски и влаги. Теперь я хочу добавить немного коричневого оттенка под деревянное покрытие на самой базе. Беру коричневую проливку и наношу ее сверху на скалистую часть, сразу под деревяшками, а еще немного в углубление по бокам. Потому что просто холодные оттенки камня, это слишком как-то плоско и скучно. Камни в жизни всегда имеют разные оттенки, часто лежат в земле. Поэтому небольшие вкрапления коричневого как раз добавят реализма. Теперь перехожу к металлической балке. Высветляю все выступающие части, чтобы потом они были чуть светлее основного тона. Затем беру терракотовый цвет и наношу его по всей поверхности металлической конструкции. В углубление добавляю меньше краски, чтобы сохранить тени, а на верхние части, наоборот, плотнее, чтобы цвет полностью проявился. Там, где я заранее положила светлый оттенок, после высыхания все будет смотреться так, будто на металл сверху падает свет. Пока все это сохнет, откладываю красную деталь базы, так как покрыла ее в 2 слоя, и заканчиваю остальное. На самой базе у меня остались остатки от металлических штырей. Я беру оттенок легкой бронзы и окрашиваю их вручную. Но я не хочу, чтобы они оставались слишком чистыми и блестящими, поэтому добавлю эффект легкой ржавчины. Немного в углубление и неровности, чтобы штыри у меня получились более канализационными. Тем временем, пока я работала над базой, подсохла красная металлическая основа. Здесь еще есть винты, болтики, шпунтики всякие, я их окрашиваю в обычный ганметал, а в финале добавлю буквально пару капель проливки, чтобы они не блестели слишком сильно. Все, теперь перехожу к персонажу. Начну с ног и задам контраст и светотени. Для основы высветления беру обычный белый цвет, а сами штаны будут угольно-серого оттенка. Мне нравится наносить первые слои высветления сверху вниз, держа аэрограф под наклоном. И потому как краска ложится и подсыхает, ориентируюсь, насколько нужно усилить тень на конкретных участках.
Далее повторяю то же самое с торсом. Чуть больше высветляю грудь и складки. Белой краской прохожусь поверх, а потом можно смело наносить темно-серый цвет на штаны и ботинки. Краску разбавляю примерно 50 на 50 с водой. Так она ложится мягче и позволяет в один слой покрыть всю деталь. Благодаря этому предварительные высветления остаются видимыми и выглядят, как будто проступают из-под основного цвета. Можно, кстати, заметить, что я не добавляю специальных контрастов на заднюю часть. Там будет ткань от торса шредера, то есть плащ, так что нет особого смысла эту часть прорабатывать. Во время окрашивания я поняла, что именно нравится мне в этой модели. Она не перегружена деталями. Всего 4 ремня и все. Некоторые модели просто кишат мелочами. Шнурки, застежки, кнопочки, куча слоев, которые красиво смотрятся на рендере, тут бесспорно. Но в реальности только усложняют покраску и рассеивают внимание. Когда деталей слишком много, каждая из них теряет значимость. Все сливается в одно пятно и пропадает тот самый акцент, за который взгляд должен цепляться. А вот когда деталей немного, но они сделаны с умом, у тебя появляется пространство, чтобы проработать их глубже. Можно поиграть с контрастами, фактурой, цветом, сделать каждую мелочь выразительнее. Это не означает, что простая модель значит простая работа. Наоборот, чем меньше деталей, тем больше видно твою руку. Аккуратность и умение работать со светом и цветом. Именно в таких моделях все строится на чистоте покраски и внимании к нюансам. И от этого результат выглядит живее и реалистичнее. Ну а пока отправим ноги посохнуть и перейдем к металлическим деталям. Накладкам на плечах, предплечьях и когтям у ладоней. Покрываю все в один тон металлическим оттенком. Для торса беру темный угольный цвет и чуть более светло-серый, чтобы выделить выступы. По уже созданному контрасту прохожусь серым, а в теням под руками, нависающими частями костюма, оставляю более темный тон, чтобы тени выглядели естественно. Затем беру более светлый, холодный оттенок с легким синим и аккуратно прохожусь по выступам, чтобы добавить объема. Неимоверно красивый плащ, очень красиво смоделирован. Я обожаю, когда авторы делают такие развивающиеся складки. С ними можно создавать безумно красивые цветовые переходы. Обычно они хорошо смотрятся в оттенках фиолетового, красного, синего. Создается такой эффект бархата. Первым слоем покрываю верхушки складок светлым фиолетовым. Потом беру пурпурный и прохожусь им по всему плащу. Это основной, самый светлый участок моей схемы. После этого беру темный контрастный фиолетовый. Он глубокий, насыщенный и идеально сочетается с пурпурным. Им я прорабатываю углубление складок, чтобы создать тени нужного оттенка. Внутреннюю часть плаща я покрываю только этим темным цветом, никаких светлых акцентов внутрь. По крайней мере сейчас. После того, как плащ полежал 3-5 минут и подсох, возвращаюсь к исходному цвету. И прохожусь по верхним складкам светлым оттенком, убираю лишнюю темноту. По задней части распыляю немного светло-фиолетового под углом. Легкий контраст придаст глубину и теней под низ. Остались только кожаные части персонажа. Для основы беру темно-розовый, почти бордово, такой виноградный цвет. Можно использовать мадженту или темно-фиолетовый. Все они хорошо ложатся как база для кожи. Тем же цветом прохожусь по рукам. Кстати, кто-то в комментариях под одним из видео писал, что впервые видит, как я начинаю кожу с розово-фиолетовых оттенков. Если интересно почему, в этом видео я подробно рассказываю, почему предпочитаю именно эту схему. Далее беру ярко-красный контраст от Цитадель и наношу его в углубление туда, где должны быть тени, под мышцы и складки. Потом беру оттенки Medium Flash и Basic Skin Tone.
сначала использую желтоватый тон, покрываю им кожу тонким слоем, при этом избегая углублений. Даю немного просохнуть, минуты 2-3. Важно не торопиться. Если краска не высохнет, есть риск, что непросохшие слои лягут друг на друга и излишки затекут в углубления, где должны быть тени. Ну и просто неровно будет. После этого наношу базовый цвет кожи, также избегая углублений, чтобы тень сохранилась. У меня получилось 2-3 слоя, ориентируюсь визуально, когда оттенок становится похож на естественный цвет кожи. Но не забывайте, что мы все-таки делаем индивидуальную скульптуру, поэтому нужно все слегка приукрасить и добавить ярких переходов. Краску, кстати, разбавляю 50 на 50 с водой, поэтому если положите третий слой, ничего страшного, все зависит от желаемого результата. Хотите ли вы кожу визуально светлее или темнее? Когда кожа готова, перехожу к детализации кистью. У шреддера на руках только повязки и ремни, все в балансе. Обычно на ремнях я уже начинаю бурчать, считать ремни обязательно и беситься, но тут работалось с удовольствием. После окрашивания ремней я добавляю проливку. Использую тамиевский лайнер. Он спиртовой, чуть агрессивнее, чем от Валеха, но зато точный и аккуратный. Теперь мне осталось окрасить только лицо. Честно скажу, снимать этот процесс мне сложно. Камера все время ловит мою голову вместо модели. Поэтому кадры будут хаотичные, модель будет немного убегать из фокуса, уж извините. Зрачки на камеру у меня тоже все еще не получается рисовать, потому что приходится подносить модель очень близко к моим глазам. Так что просто покажу готовый результат, отдельно прорисовываю брови, кстати, тоже. Это не очень зрелищно, но долго, потому что я рисую их очень аккуратно и даже иногда дыхание задерживаю. Все. В завершении работы остается только покрыть шлем шреддера хромом, и можно смотреть финальный результат.